Всем привет, с вами Иван Жданов и передача «Военное положение», где мы раз в неделю подводим итоги и обсуждаем все то, что произошло на войне и вокруг нее. Главная тема недели – это масштабное отступление российской армии, а также кошмарные военные преступления. Кроме того, Путин назначил единого главнокомандующего, а российские танки уже концентрируются для нового удара на Востоке. Но сначала небольшое видео с важными кадрами этой недели. Российская армия покинула север Украины. Проиграв битву за украинскую столицу, войска полностью отступили из Киевской и Черниговской и Сумской областей. Теперь фронт вторжения начинается в районе Харькова. Давайте вот взглянули на общую карту и теперь посмотрим поподробнее. Посмотрите, просто отовсюду. Вот эти желтые стрелочки, которые я сейчас немножечко дублирую, это отовсюду уход российской армии. И нужно отметить, что, возможно, какие-то части еще остаются вот сейчас. Везде тут украинская армия, но, возможно, какие-то части российские еще не ушли за границу. У нас нет пока точной информации, точно они ли ушли из-под Сум, передали ли они вообще как-то границы контролируются или не контролируются, но факт остается фактом. Теперь российской армии на этой территории, той карте, к которой мы все привыкли за эти недели и за месяц войны, теперь не существует. Они первые дни вошли, а сейчас они полностью ушли. Чернигов, еще раз, Киевская, Черниговская, Сумская области. Теперь основная цель российской армии – это Донецкая область. Я уже рассказывал про вероятные планы окружить группировку ВСУ, расположенную на границе ЛДНР. Мы почти всю войну говорим об этом. И теперь, кажется, российская армия всерьез собирается сделать это. Или, по крайней мере, атаковать укрепленный район Славянска и Краматорска. Давайте я покажу вам, где это находится. Славянск и Краматорск мы все видим. Это достаточно привычные населенные пункты с 2014 года. И здесь есть несколько выступов. Прежде всего, это вот под Изюмом небольшой выступ, где российская армия уже потихонечку пытается стянуть дополнительные силы и прорваться. Вот здесь есть этот выступ тоже небольшой, где вооруженные силы могут быть окружены. Давайте я поподробнее расскажу вам про Изюм. Именно здесь сконцентрирована большая часть российских войск. В этом районе, опять же, для того, чтобы атаковать Славянск и Краматорск, которые сейчас где с 2014 года основные силы вооруженных сил Украины. Кроме того, мы знаем, что были попытки такого лобового наступления на позиции ВСУ прямо с границ Луганской и Донецких областей. Российские войска пытались прямо в лобовую наступать на позиции вооруженных сил Украины. Есть видео переправы российской техники через реку Северский Донецк. Это как раз под Изюмом. Давайте посмотрим. Это где-то вот в этом районе. Давайте посмотрим это видео. Вот такая мощная переправа. А это на карте у нас уже Южный фронт, и здесь всю неделю продолжались контратаки вооруженных сил Украины. Вот давайте посмотрим, это Николаевская и Херсонская области. Вот тут вот идет в основном наступление украинских войск.
Вот здесь вот отсюда выбили Высокополе, Зеленодольск, отсюда выбили российские войска за эту неделю, но продолжаются контратаки и российских войск. Вот обратите внимание, тут Снегиревка, и вот отсюда российские войска пытаются немного контратаковать. А еще южнее, вот есть здесь населенный пункт небольшой, вот прямо в этом квадрате, это такая деревня Александровка. Вот этот квадрат был освобожден, соответственно, вооруженными силами Украины. Мы на прошлой неделе говорили о том, что в этом районе может происходить мощная контратака украинских сил. Они, возможно, выбьют российские войска из Херсона. Мы видим, что в то же время российские войска продолжают сопротивляться. Сейчас действия российских войск южнее сковывает, собственно говоря, Мариуполь. Вот давайте посмотрим сейчас на Мариуполь. Совершенно неясно вообще, как держатся последние защитники города, но, видимо, еще достаточно есть силы для сопротивления. Вот все кадры, откуда вы видите, многие видят порт Мариуполя, как российские пропагандисты снимают этот порт. Они сняты вот с этого небольшого кусочка. Вот порт находится вот примерно вот в этой части. А все видео снимаются отсюда. Поэтому до полного захвата города еще совершенно далеко, и нужно понимать, что есть еще завод Азовсталь, который героически просто до сих пор сражается, до сих пор держится, и я надеюсь, еще будет держаться достаточно долго. BBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника утверждает, что у российской армии в Украине сменился командующий. Им стал генерал армии Александр Дворников. Ранее он возглавлял Южный военный округ и, что важнее, командовал российскими войсками в Сирии. А мы помним, как российские войска действовали в Сирии. Они бомбили города. Причем Дворников командовал на самом первом этапе, когда благодаря массовым бомбардировкам российская армия помогла правительству Асада перейти в контратаку. Тот же источник BBC утверждает, что у России осталось около 100 батальонно-тактических групп. А это значит от 40 до 90 тысяч солдат, около 1000 танков, 4000 БМП и 2000 артиллерийских установок. Для большего охватывающего маневра этого явно недостаточно, но может хватить для локального штурма или отдельных операций на окружение. Поэтому нужно готовиться к тяжелому продолжению войны. Уже длительное время ни одна из воюющих сторон не сообщает сведений о своих потерях. Это вполне очевидно. Война вступила в ту стадию, когда любая дополнительная информация является помощью врагу. Но несмотря на более спокойную неделю, чем обычно, во многих местах велись активные боевые действия, погибали люди. Украинцы заявляют примерно о 19 тысячах убитых российских солдат. Российская Минобороны отчитывается только об уничтоженной технике, как бы умалчивая сам факт убийства украинцев. На этой неделе вышла статья российской службы BBC, согласно которой каждый пятый убитый российский военнослужащий – офицер. Исследование сделано по открытым данным из сообщений глав регионов и местных СМИ. Это в целом связано с тем, что тела убитых офицеров чаще эвакуируют с поля боя, и о таких потерях сложнее молчать. Наибольшее количество погибших зафиксировано в Дагестане, Бурятии, Волгоградской области. В статье также говорится, что с момента гибели до похорон проходит около месяца, потому что для армии транспортировка тел является неприоритетной задачей, и здесь ничего удивительного. В России даже живой человек не ценится, а что уж говорить о мертвом, правда, если это не какой-нибудь Жириновский. За прошедшую неделю не было официальных обменов пленными между сторонами. Но мы видели кадры, как 267 морских пехотинцев, защищавших Мариуполь, сдались в плен. Пленные идут.
По сообщениям украинской стороны, у них закончились боеприпасы, что в принципе неудивительно за месяц ожесточенных боев. Думаю, их обмен будет одной из главных тем следующих переговоров. Потери обеих армий по технике. Мы берем данные, проверенные по фото и видео. За 44 дня войны Россия потеряла 449 танков и 842 бронированных машины, среди которых БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожено или захвачено 137 артиллерийских орудий из САУ, а также 48 реактивных систем залпового огня. Сбито 20 самолетов и 32 вертолета. Потери сил Украины к 9 апреля такие: 97 танков и 171 бронированная машина. Уничтожено 45 артиллерийских установок и 15 систем залпового огня. У Украины подтверждены потери 15 самолетов и 3 вертолетов. Общие потери техники 2616 против 701. Российская армия по-прежнему теряет в 3,5 раза больше техники, чем украинская. В попытках восполнить потери Россия начала звать на войну добровольцев. Честно говоря, ажиотажа нет. И понятно почему. Риск вернуться в гробу или искалеченным огромный. Но вот в самом нищем и депрессивном регионе России, Туве, таких желающих набралось аж целых 30 человек. Здравствуйте, товарищи! Что они пробормотали, блин? Уважаемые земляки, вы сильные и мужественные люди, достойные наследники боевой славы своих предков, добровольцев Великой Отечественной войны. Дорогие друзья, желаю вам удачи, берегите себя, возвращайтесь с победой. Вас верят и ждут. Просто перемотайте, еще раз посмотрите на них, как они бормочут, как они стоят в резиновых сапогах. Но это 30 человек, готовых убивать и калечить, чтобы обеспечить себе хоть какой-то, хоть чуть-чуть приемлемый уровень жизни. Им оправдания нет и быть не может. Нельзя идти уничтожать чужую страну только из-за того, что в своей ты живешь в нищете. Убивать других людей, насиловать женщин, детей. Это невозможно. И вот это, конечно, уже прямо преступление. Я, честно говоря, не знаю, может там под масками-то и просто никто не скрывается, ни какие-то подставные люди, актеры. Но я вполне верю, что 30 человек в Туве они могли набрать. Россия продолжает обстреливать украинские города самолетами, ракетами и артиллерией. Харьков и Мариуполь бомбят ежедневно. Но после отступления российских войск с севера Украины мы повсеместно видим, во что превратились города и села после прихода русского мира. Сплошные руины. Все, кто мог, уехали из этих мест, потому что жить здесь теперь невозможно. Кроме того, при отступлении российские войска минировали населенные пункты, поэтому сначала необходимо ждать проверку жилых мест саперами. Хотя с жилыми, опять же, повторюсь, что назвать их можно только условно. По данным ООН, за первый месяц войны погибли не менее 1611 человек, в том числе 131 ребенок. Были ранены 2227 человек. Он отдельно отмечает, что основные потери происходят именно от обстрелов из реактивных систем и авиаударов. Он отмечает, что цифра гражданских потерь, она очень приблизительная, так как они учитывают только 100% подтвержденные потери. В реальности погибших людей гораздо больше. Из-за войны покинули дома примерно 11,5 миллионов человек. За пределы Украины выехали более 4 миллионов человек. Уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова сообщает о принудительной отправке в Россию больше, чем 121 тысячи украинских детей.
Военные преступления российской армии – это главная тема недели во всем мире. Вернувшись в прежде оккупированные города, украинцы столкнулись с кошмаром, которого не ожидал вообще никто. Российские солдаты совершали массовые убийства мирных жителей, буквально расстреливали людей со связанными руками. Мужчин, женщин, стариков, детей. Трупы просто валялись на улицах. Часть тел пытались захоронить в огромной братской могиле. На самом деле просто яма, выкопанная возле храма. Ужасающие фото и видео облетели весь мир. Бучу, Бородянку и другие пострадавшие населенные пункты посетили десятки международных журналистов. Приехала и европейская делегация во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Жозепом Борреллем. Но, конечно, российским властям хватает ублюдочности заявлять, что все это украинская провокация и все фальсифицировано. Я обвиняю западные средства массовой информации и прежде всего американские не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии преступления в городе Буча. Нахрен пошла просто. Доказательств вины российских солдат более чем достаточно. Есть абсолютно объективные фотографии, спутниковые снимки с погибшими, которые лежали на улицах во время российской оккупации. Есть даже видео того, как российская БМД стреляет по мирному жителю, который просто едет на велосипеде. Вот это зачем? Какую опасность он представлял? «Медуза» выпустила подробный разбор кадров, свой анализ сделала и «Медиазона». Я бы мог отдельный выпуск сделать на час со всеми доказательствами вины российской армии. Надо понимать, что вот этот ужас вовсе не разовый случай. Российские солдаты убивали мирных жителей на всех территориях, которые они захватили. В Киевской области, в Чернигове и Черниговской области, в Сумской области. Ужасные новости приходят из Бородянки. Поселок жестоко бомбили, все мы помним вот эти вот кадры. А теперь выяснилось, что, оккупировав Бородянку, российские солдаты запрещали местным жителям разбирать завалы. Мало того, что многие жители погибли во время бомбардировок, но мучительной, ужасной смертью умерли те, кто оказался под завалами. В том числе погибли те, кто скрывался в подвалах от бомбардировок. А что сейчас происходит в Мариуполе, в Харьковской области, в районе Изюма и Херсонской области? Можем ли мы надеяться, что там российские войска не убивают мирных жителей? К сожалению, конечно, нет. Они убивают ради того, чтобы в том числе запугивать. Они не убирают трупы для того, чтобы пугать всех остальных. Вот вы будете нападать на нас, вот вы будете лежать на дороге. Именно поэтому они не убирают трупы, не потому, что еще есть какие-то причины. Ну а вторая причина, да, они убегают и просто еще и не успевают это делать, замазывать свои следы преступлений. Можем ли мы надеяться, что в Мариуполе, который выглядит вот так, под завалами нет людей? Понятно, что в Мариуполе уже тысячи погибших мирных жителей. Ведь это был огромный город на 500 000 человек. Буквально ежедневно происходят новые военные преступления. Вчера, 8 апреля, российские войска ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске ракетой .У с кассетной боевой частью. Попали прямо под толпе мирных граждан, которые готовились к эвакуации. 52 человека погибли, еще 109 получили ранения. Я прямо говорю, что в этом виноваты российские войска, потому что для этого есть все основания. Во-первых, прямо во время удара пропагандисты повсюду писали: вот, мы атаковали вокзал, уничтожаем националистов. РИА Новости выложили пост в Твиттере еще до атаки. Твит опубликован в 10:25,
А по данным очевидцев, сама атака произошла в 10:30, на 5 минут позже. Официальные лица в России заявили, что армия не использует точки У. Формально они действительно сняты с вооружения, но есть немало свидетельств передвижения российских точек У в Беларуси и России. Кроме того, удары точкой У по Украине наносились и раньше. Ну вот они едут. Не выдерживает критики и российская версия о том, что украинцы сами атаковали своих граждан. А зачем? Чтобы сорвать эвакуацию и вызвать недоверие к армии? Так ведь наоборот, всю неделю украинские власти призывали экстренно эвакуироваться из Донецкой и Луганских областей. Напротив, паника среди гражданских выгодна российской власти. Вообще, обстрелы Краматорска и населенных пунктов в этом районе подтверждают подготовку к наступлению. При этом железная дорога – стратегическая цель. Разбомбить вокзал или вызвать там коллапс выгодно российской армии. Поэтому вообще я не сомневаюсь, что ракетный удар по Краматорску нанесли именно российские ракетчики. И, скорее всего, по приказу высшего командования. Ну и даже, может, Путина. Никто другой не взял бы на себя такую ответственность. Напоследок добавлю, что и Пентагон подтвердил российскую атаку Краматорска. Не забывайте, что они смотрят на спутниковые снимки. В частности, именно по спутникам определяют моменты запуска российских ракет и взлета бомбардировщиков, чтобы затем Украина вовремя объявила воздушную тревогу. Продолжают появляться жуткие кадры с пытками и убийствами пленных. Последнее было связано с казнью в том числе российских солдат грузинскими добровольцами. На имеющихся кадрах можно увидеть, как российских солдат со связанными руками расстреливают после пыток. Нью-Йорк Таймс подтвердила достоверность видеозаписи. Она была сделана 30 марта под Киевом. Украинская сторона заявила, что подобные инциденты требуют проведения четкого следствия для выяснения мотивов и обстоятельств произошедшего. А также России нужно отказаться от антиукраинской геноцидной пропаганды и вернуть свою армию к пониманию тех же правил и обычаев войны. Как мы видим, риторика Украины становится более жесткой. Подобные видео, конечно, будут появляться и дальше. Чем дольше война, тем будет хуже. Это закономерный итог любых военных действий. И важно понимать, что виноват в этом Путин. Именно он напал. Продолжает поступать информация о других преступлениях, грабежах и изнасилованиях. Вот жертва изнасилования рассказывает о произошедшем. Ужасное видео. Я даже не успела дойти домой. Я не успела. Они сзади в двери зашли. Я не успела взять телефона. Я не успела ничего. Они просто молча повалили меня на кровать, молча придавили автоматом, раздели. Случаев мародерства тоже огромное количество. Дошло до того, что СДЭК отказался отправлять посылки, если не будет предъявлен чек. На этой неделе появилось много информации о том, куда поступают эти посылки. Это даже еще не все. Там из Санкт-Петербурга в Москву отправлялись. Активисты из проекта «База данных» опубликовали списки отправителей. Проект «Белорусский Гаюн» идентифицировал как минимум 16 солдат, которые отправляли посылки с украденным, и вес посылок был от 16 до 450 килограмм. Я хочу вам показать одного из подонков. Это офицер прямо российской армии Коваленко Евгений Евгеньевич. Он украл из Бучи и городов под Киевом почти полтонны имущества. Инструменты, музыкальные колонки, стол, палатку, многое другое. Отправил все это в родной город Рубцовск, Алтайский край. Мародер отправил 17 посылок с общим весом в 440 килограмм. Ну, подонок же. Там на коробке написано еще «все лучшее внутри». Я не знаю, как это комментировать. Трагедия в Буче с новой силой всколыхнула международное сообщество. Байден заявил, что Путин должен предстать перед судом.
президент Польши Анджей Дуда согласился с тем, что совершенное российскими войсками имеет признаки геноцида. Такой же точки зрения придерживается премьер-министр Испании. Конечно, словами дело не ограничилось. 7 апреля Европарламент призвал ввести немедленное и полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа. Однако резолюции Европарламента носят рекомендательный характер. И в итоговом пакете санкций, который Евросоюз окончательно утвердил 8 апреля, фигурирует только эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу даже не сейчас, а в конце лета. Почему это происходит? Оно понятно. Около 45% всего газа, который закупает Европа, она закупает у России. Так было в прошлом году. И сейчас поставки продолжаются без перебоев, даже несмотря на войну. Журналист Bloomberg Хавьер Блас 4 апреля опубликовал у себя в Твиттере вот такой график, по которому видно, что пока весь мир обсуждал Бучу и санкции против России, импорт российского газа транзитом через Украину поднялся до максимальной отметки с начала войны. Складывается просто парадоксальная ситуация, о которой хорошо высказался глава евродипломатии Жозеп Боррель. Мы дали Украине почти 1 миллиард евро. Это может показаться много, но 1 миллиард – это то, что мы Путину платим каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны Евросоюз заплатил России за поставки энергоносителей 35 миллиардов евро. Тем не менее, на этой неделе было много новых санкций. Евросоюз, среди прочего, запретил российским судам заходить в свои порты. Теперь в РФ нельзя ввозить из Европы квантовые компьютеры, полупроводники, авиатопливо, а Европа больше не будет закупать у России древесину, цемент, удобрения, морепродукты и алкоголь. За 2 дня до Евросоюза 6 апреля новые санкции против России ввели США. Это полные блокирующие санкции против банков Сбербанк и Альфа-банк. Запрет на новые инвестиции в российскую экономику, полная блокировка более 2/3 банковского сектора РФ, а также персональные санкции, в том числе против взрослых дочерей Путина, Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой. Отдельно интересно, что Песков, отвечая на вопросы об этих санкциях, фактически признал дочерей Путина, которых сам Путин называл этими женщинами. Также с 6 апреля санкции против России ввели Канада и Великобритания, а 7 апреля Австралия ввела санкции против 67 человек из российской элиты. Кроме санкций, мы впервые увидели поставки боевых машин в Украину. Чехия поставила Т-72 и БМП-1. Австралия отправила машины Бушмастер. Великобритания готовит к отправке боевые машины Мастиф. Но самое главное, Словакия уже передала свои системы ПВО С-300. И это действительно хорошая новость для Украины. Россия продолжает наносить воздушные удары по ВСУ, и дополнительные системы ПВО подходят как никогда вовремя. И также Словакия готовится поставить Украине самоходные установки «Зузанна». Это словацкая разработка с пушкой калибра 155 мм и дальностью стрельбы 33 км. Это как раз то тяжелое вооружение, о котором просит Украина. Даже Эстония передала часть своей артиллерии Украине. И Сенат США одобрил законопроект об организации полноценного ленд-лиза с Украиной. Это сократит бюрократические процедуры при поставке оружия и позволит его фактически дарить. Оплата должна будет производиться после войны. Пока самым полезным оружием от США являются боевые дроны «Камикадзе» и противотанковые комплексы. Словом, весь западный мир пытается хоть как-то помочь Украине. На стороне России только Сирия, Беларусь и Северная Корея. Ну, просто великолепная компания. И неудивительно, что Россия даже пожаловалась Турции на поставку дронов «Байрактар» Украине. И знаете, что ответила Турция? Что «Байрактары» производит частная компания, продает их тем, кому захочет. И, судя по всему, это такой очередной удар в спину от Турции. И пока Газманов и Басков поддерживают войну,
U2 и Pink Floyd поддержали Украину. Pink Floyd так вообще первый выпустил песню за 30 лет, впервые за 30 лет, посвященную этой войне. Российская армия готовится к большой битве за Донецкую область. Цель – ударить и вывести из войны крупнейшую группировку украинских войск, занимающую широкий фронт от Рубежного на севере до Авдеевки и окраин Донецка на юге. Российские части уже продвигаются со стороны Изюма и добились здесь некоторого прогресса. Вероятно, уже на следующей неделе могут начаться бои за Славянск. Вот посмотрите, здесь сконцентрирована большая часть, как я уже говорил. И, возможно, атака будет происходить где-то здесь. Сейчас здесь сконцентрируется огромное количество войск, поэтому говорить о том, что у украинской армии все сейчас хорошо, нет. Нужно готовиться, нужно как по протоколу отрабатывать все возможные сценарии и ждать удара со стороны Изюма. О подготовке массированного наступления говорит и атака мирных жителей в Краматорске, о которой мы говорили. Паника и срыв эвакуации выгодны российской стороне, чтобы отвлечь украинские войска и устроить панику в тылу. The Guardian со ссылкой на представителя Минобороны США утверждает, что российская армия потеряла от 15 до 20% боевой мощи. А CNN пишет, тоже ссылаясь на Минобороны, что Россия планирует набрать не менее 60 тысяч солдат из числа резервистов и новобранцев. Понятно, что новобранцы будут не боеспособны, но ими можно насытить тыловые службы, а всех военных с опытом посылать на передовую. А значит, с учетом тех 100 батальонно-тактических групп, о которых я говорил раньше, Россия сможет выставить группировку в 100-150 тысяч человек. Очевидно, готовится просто серьезный удар, и украинские войска ждут тяжелые испытания. Прямо сейчас для Украины важна военная поддержка. Больше техники, артиллерии, снарядов, гранатометов, нужны танки и системы ПВО. Первые робкие поставки уже начались, они должны стать больше. Возможно, поможет американский ленд-лиз. Растет количество военных преступлений российских солдат, и с каждым днем войны их будет только больше. Террор мирных граждан – это вообще излюбленная тактика Путина, поэтому я не удивлюсь, если чудовищные преступления прямо санкционированы с самого верха. Растет усталость, растет безразличие. Вот могли ли вы представить еще пару месяцев назад массовые расстрелы, изнасилования, ракеты? Каждый из нас смотрел советские фильмы о войне, и когда показывали гитлеровскую Германию, мне кажется, в сердце каждого мальчишки, каждой девчонки звучали слова: «А вот был бы я в Германии во время войны, да я бы точно это остановил, я бы боролся, я бы не был стадом, да я бы». Детское чувство. Но сейчас каждый из нас, как будто бы в том времени, мы словно в том положении и в той ситуации, и хочется, чтобы то мальчишеское чувство привело вас к конкретным действиям. С вами был Иван Жданов. Увидимся на следующей неделе.